Подписчиков сколько? К 100 тысячам иду. К 100 тысячам иду. Кровать была маленькая, ноги у меня висели. Это земляная крепость, известная как Голландская крепость. Есть возможность погулять в таком месте, это классно. Впереди у нас Кремль. Пару человек сказали, что нашли какую-то палочку. Вернее, он там запутался. Иван Васильевич, назовем его так. Друзья, и я въезжаю в город Ростов. Наконец-то добрался. Время уже 21:30, поэтому сегодня по городу гулять не буду. Сейчас заселяюсь в номер, сделаю вам небольшой обзор. Ну а завтра уже пойдем гулять по городу. Ребят, заселился я в гостиницу. Вернее, как заселился. Бросил рюкзак и пошел сразу на озеро. Здесь оно очень рядом. Буквально в 2 шагах. Это озеро Неро называется оно. И я узнал у местных, здесь, оказывается, вообще купаться на нем запрещено. Сами видите, какая здесь дорога. Здесь, оказывается, ил, так, мне надо с той стороны, достигает 6-7 метров на берегу. И поэтому купаться здесь запрещено. Но местные где-то в другом месте купаются. А я взял купальные шорты специально, полотенце. Думаю, приеду, искупаюсь. Блин, здесь такие жесткие комары. Нет, я туда не пройду никак. Хочу туда пройти, но, наверное, смысла нет. Вот парень, видите, рыбу ловит. Хотя, сейчас попробую. Вот у меня здесь камень есть. Ой, сделаю себе дорожку. Ага, видели? Он сразу утонул. Я вообще туда пройти не смогу, походу. Это ладно, я в тапках. Как бы мне пофиг. Как вы туда прошли? Здесь? С той стороны? Сейчас пойду с той стороны опять. Ух, там еще кто-то в кустах бегает. Жесть, смотрите, сразу наступил, сразу провалился. Говорю, это ладно, у меня тапки здесь. Им пофиг. В общем, я, когда сюда ехал, позвонил в 3 гостиницы. Жесть, реально тут жесть. Смотрите, что. Просто сразу тонешь. В общем, позвонил в гостинице, в пару. Номеров не было. И была только одна гостиница свободна. Под названием что-то Охотник, что-то такое. Сейчас пойдем назад, покажу ее. Она прямо здесь рядом. В общем, номер мне обошелся 1500. Я оплатил, занес рюкзак. Так вроде, что, ночь переспать. И ладно, завтра пойдем по Ростову гулять. Поэтому сейчас хочу здесь показать вам все это дело. И потом уже сделаем обзор номера. Озеро большое. Оно что-то вроде как в Ярославской области самое большое считается. Или даже в Поволжье, что ли. Лягушки квакают. А что поймали сегодня, если не секрет? Всего понемногу? Лещ, подлещик. Класс. Прямо отсюда с берега, да? А? А там сколько метров у вас? Нормально. А там сколько метров примерно? Сколько метров глубина? А, не местные вы? Понял. На рыбалку приехали, да? Короче, полезное с приятным. Да, я в YouTube ролик делаю просто. Как? Подписчиков сколько? К 100 тысячам иду. К 100 тысячам иду. А, турист-оптимист. Оптимист. Хорошо.
Просто приехал в Ростов поснимать, что тут вообще, как. Приехал просто вечером. Класс. А вы где остановились? В гостинице вот в этой? А, ну я тоже там остановился. Вот. Ну. Не. Да. Ну, хорошо. Как вас звать? Андрей, Алексей. Ну, мне тоже. Ладно, пойду. Комары здесь жесткие прям вообще. Да не, ладно, пойду уже. Ладно. Пойдемте, ребят, сделаем сейчас обзор номера. Вот у меня еще один подписчик появился. Андрей. Жесть, короче, вообще. Как тут? Все, я просто обеими ногами утонул. Вот и говорят поэтому, что здесь не купаются. Комары очень жесткие. Они меня через кепку кусают. Всю голову уже накусали. Я прям чувствую. Ноги то же самое. Я в шортах. Сами видите, наверное, они летают. Ну, еще и на свет летят. Видите, этот светло почему? Установил себе лампу. GoPro уже обросла. Большой камерой стала. Тут еще даже на велике катается. Так, там какая-то церквушка старая, а моя гостиница вот здесь. Сейчас покажу вам все. Здесь вокруг это все, понимаю, болото, камыши. С той стороны тоже камыши. Там лесок небольшой. Ну и озеро, оно очень-очень огромное, прям очень большое. Это будет первое мое озеро в городе, в Ростове. А второе озеро я сниму, когда поеду в Переславль. Там тоже озеро. Надеюсь, там можно купаться. Очень хочется уже искупаться. Зря, что ли, я с собой шорты тащил, да полотенце. Вот моя гостиница. 3 этажа. Двор большой. Есть спортивная площадка. Потом есть летняя кухня. Ну и общая там кухня как бы внутри здания самого. Можно самому готовить еду. Вроде как есть баня, но я не узнавал, мне это как бы не интересно. Мне, говорю, ночь переспать и завтра с утра с новыми силами идти гулять. Плюс всю технику зарядить надо. Так что вот так. Вот она, гостиница. Сейчас скажу, как называется. Как они кусают, жесть. Там кролик такой прикольный у них живет. Прям заходишь сразу с правой стороны. Вот, дом охотника называется. Ребят, вот такой мой номер. Смотрите, здесь мы вошли в прихожая. 2 теплых одеяла. Супер плазма. Стол. У меня двухместный номер, потому что одноместных нет. Но цена в любом случае одна. 1500. Могу спать там, могу здесь. В общем, свобода действий полная. Вид из окна. Давайте посмотрим. Вид из окна у меня на озеро. Шикарный вид, конечно. Телефон. Не знаю зачем. Видимо, звонить буду по ночам кому-то. Вентилятор. Туалет. Пойдемте в туалет посмотрим. Туалет нормальный. Чисто. Запаха, кстати, никакого такого нет. Так. Шампунь есть. Гель для душа. Мыло. Причем полное по ощущениям. 2 полотенца. А, какой 2? 2 больших и 2 ножных, наверное. Душевая кабина. Все чистенько. Все нормально. Так что я сейчас буду мыться, заряжать всю технику. И завтра мы с вами уже пойдем изучать город Ростов. Вернее, гулять по Ростову.
В Ростове я никогда не был, поэтому для меня будет даже открытием, наверное. Обязательно посетим с вами вот эту, я бы назвал это крепостью. Ну, понятно, что это не крепость, это монастырь. Мы там обязательно побываем. Так что все. Мне спокойной ночи и увидимся завтра. Выезжаю из гостиницы. Жил я вот в таком районе. Это частный сектор. Здесь тоже есть старые постройки. Вот одна из них. Посмотрите, у нее какая арка интересная. С псевдоколоннами. Какая-то церквушка. Не смотрел на карте, что за церковь. Вот она рядом. Частный сектор. Деревянные дома. Все еще спят. Время 7:30. Вы вернулись на маршрут. Какое интересное здание. Расскажу давайте, как спал. В общем, для одной ночи, в принципе, нормально. Единственный минус — очень большая, прям очень большая подушка на всю кровать. Половина кровати — это подушка. Сначала спал на одной подушке, она какая-то вся комками. Пришлось поменять на другую, но та не лучше, та жидкая. В общем, вот так. Второй момент — это... Вы ушли с маршрута. Карты меня что-то вводят непонятно куда. Пока не соображу, куда ехать. Наверное, туда. Кровать. Кровать была маленькая. Ноги у меня висели. В общем. Маршрут перестроен. Так, Через 600 метров вот. Поверните направо. Вроде карты меня нашли. А так, в принципе, нормально. Еще момент. Мылся в душе, и наполовину, как говорится, помывки у меня кончилась горячая вода. И домывался в холодной. Все, ребят, сейчас едем мы с вами в центр. Маршрут перестроен. Блин, отстань ты своим маршрутом. Сейчас я его выключу. Все равно не работают карты, почему-то крутятся вокруг, и все. Едем в центр, ставлю машину. Погуляем по центру и пойдем уже посмотрим собор. Вот так выглядит у них частный сектор здесь. Что-то правильно еле еду. Как-то, дорога ужасная. Надеюсь, правильно еду. Все, ладно, давайте. Вон еще колокольня, смотрите. Да, церквей здесь очень много. Если вы любите церкви, то вот эти города, которые я посещаю в рамках своего путешествия, 3 города, Тутаев, Переславль и Ростов, то вам обязательно надо сюда приехать. Я церкви воспринимаю только как... Смотрите, интересно как. Только как архитектурный объект. Старый архитектурный объект. Новые меня даже не интересуют. Они мне не интересны просто. В общем, если вам нравится это дело, приезжайте, вы будете в восторге. Вот в Тутаеве я вчера лазил на колокольню. Кто не смотрел видео про Тутаев, обязательно посмотрите. Все, встречаемся в центре тогда. Друзья, добрался я до голландской крепости. Давайте немного расскажу историю города и расскажу о месте, где я сейчас нахожусь. А я пока пройдусь по самой крепости. Ростов, где я нахожусь, является городом с 862 года. Его еще называют Ростов Великий. Владел им, согласно русским летописям, скандинавский воин Рюрик. Это первый правитель Руси, родоначальник царской династии Рюриковичей. Город стоит на берегу озера Нера, где я вчера был. И снял вам немного берег и рыбака. Это у нас адрес Карла Маркса, 25А, Церковь Вознесения Господня в Валах. Валы — это вот это имеется в виду сооружение. И построена она в середине 16 века зодчим Андреем Малым.
его же сюда прислал для строительства этой церкви сам Иван Грозный. Вокруг церкви, видите, вот эти земляные валы, это земляная крепость, известная как Голландская крепость. И она была построена голландским инженером в 1632 году. По факту это такой небольшой городок и укрепление. Вал достаточно широкий, высота, я не знаю, сколько раньше она была, ну, наверное, предполагаю, не метров 15 точно. Сейчас уже поменьше, конечно. Вся земля осела. Вокруг у нас с той стороны, давайте посмотрим, болото вижу. Возможно, река была когда-то, но сейчас там заболоченная местность. Погода испортилась. Если вчера солнце жарило, то сегодня прям очень холодно. И пойдем с вами сейчас в центр города. Будем гулять. Вот тот желтенький домик. Это дом Причта. Церкви Вознесения. Колокольня. Церковь старая. Судя по виду, давно не реставрировалась. Сейчас выйду на Карла Маркса и пойдем по ней. Чайки орут, они очень большие здесь. Летают наравне с голубями, видите, по городу прям. Еще раз вид вам. Бабушка там что-то, видите, ухаживает за растениями. Траву убирает. Город я пока не понял. Да, по факту я в нем еще и не был. Я пришел, машину поставил. Приехал, вернее, машину поставил. И вот мы с вами сразу идем. Пойдем вот по этой улице. То ли ремонт идет, то ли просто дороги такие убитые. Здесь рядом с крепостью есть вот табличка информационная на русском, на английском языках. И вот так выглядел сам центр города Ростов. И пойдем сейчас вот как раз по этой улице. Думаю, надо прям по дороге идти, чтобы все разглядеть. А вот там реставрация идет церкви, видите, в лесах. Карла Маркса 23. Вот этот домик, это дом Тихановского, 18 век, одноэтажный. Возможно, вот эти арки раньше были открыты и велась торговля. Ну, сейчас вот так. Карла Маркса улица богатая на особняки. И вот впереди, с левой стороны, открывается такой печальный вид. Это бывший ростовский театр, городской театр. Это здание построили в конце 19 века, а сгорело оно в 2020 году. И его не реставрируют. Вот так бросили, и оно стоит, погибает. Большой, конечно, был театр. Наверху колонны стоят, лепнина. Ну, все, здание утрачено, я думаю. Печаль. Город небольшой, как я уже понял. Основная концентрация всех вот этих доходных домов, которые еще сохранились, она в центре. На окраинах уже частный сектор идет. В принципе, откуда я и приехал, да, с гостиницы. Мы сейчас с вами свернем на улицу маршала Алексеева. Дом 9 покажу и пойдем еще дальше по Карла Маркса.
Потом с другой стороны выйдем. Посмотрим хотя бы на город, как он здесь выглядит. Ага, вот здесь уже интересней. Ну, на дорогах, конечно, песок, грязь, мусор. Все как есть. Да. Площадь интересная, но ее бы в порядок привести, конечно. Это все торговые ряды, слева и справа идут. Вот этот дом. Да, вот этот дом у нас. По карте просто ориентируюсь еще. Построен в 1781 году. Это вот слева торговый ряд и справа торговый ряд. Дома принадлежали Хлебниковым, купцы Хлебниковы. Друг напротив друга они стоят. Вот видите, торговые ряды, 1781 год написано. Я, конечно, от Ростова ожидал большего. Но вот пока что я вижу вот здесь, как-то все не очень. Не очень хорошо. Может, дальше что-то будет получше. Возвращаюсь на улицу Карла Маркса. Пойдем дальше по ней. Дома-то, видите, сами. Очень такие хорошие, богатые. Каменные. Для сего времени это очень прям хорошие особняки. Но то, что с ними делают или не делают, это уже не очень. Так, и табличек что-то нету. Туда вот пошли пару особняков. Вижу, продается второй этаж. По-моему, сейчас еще и дождь пойдет. И табличек нет на домах, что тоже не очень хорошо. Вообще, насколько я помню, по картам, когда я составлял маршрут, вот этот дом у нас получается, да? Да, на той стороне. Потом вот этот дом. Это все дома купца Емельянова. Потому что у него принадлежал дом Карла Маркса 3, Карла Маркса 4. Это как раз вот с левой стороны все дома. Там вижу в конце общественный туалет. Платный, не платный, не знаю. А, вот даже табличка есть. Моравского, дом 48, туалет. Это так, если кому-то будет интересно. Понадобится вдруг. Дождь, по-моему, начинается. Моросит. А, ребят, ошибся. Вот, все. Вот Карла Маркса 8. Там у нас без табличек были дома. А здесь пошли таблички. Вот здесь, значит, и есть дома купцов Емельяновых. Вот третий дом на той стороне, этот голубенький. И вот эти дома с левой стороны идут. Желтый и белый. Это все купца Емельяновых. Купцов. А те, которые я показал, не скажу чьи. Ну, точно купцов, не ошибусь. Все, дождь пошел. Ветер и дождь. По факту я сейчас должен выйти уже к Кремлю. С левой стороны у меня должен начаться. Я выхожу на Соборную площадь 5. Вот такая площадь. Впереди у нас Кремль. С той стороны продолжаются тоже купеческие дома. Слушайте, а тут какой-то концерт, что ли, собирается. А, наверное, День города, что ли. Стулья выставили. Ростов Великий 2024. Такая арка.
Да, скорее всего, какой-то праздник. Уже шатры поставили. Ребят, сегодня какой-то праздник, да? Наступление к Николскому Бабкиной. А во сколько? Времени нет. Понял, спасибо. А что за праздник? Просто ее тут. А, просто. В общем, приезжают сюда выступать Надежда Бабкина со своим туром. Ну, я Бабкину ждать, скорее всего, не буду, потому что они даже не знают, во сколько она начинает свои выступления. Поэтому я поеду дальше. Мне еще нужно сегодня до Переславля доехать и там снять видео. Хочу попробовать мороженое со вкусом рыбы. Вот ансамбль общественных торговых зданий. Видите, тоже торговые ряды, все это было. На той стороне тоже торговые ряды. Видите, как сделано эти арки. Все для того, чтобы зарабатывать. По факту здесь не жили, хотя, может быть, даже на втором этаже и жили. Где-то, да, читал, что в каких-то торговых рядах на верхних этажах были квартиры. Ладно, не буду Кремль показывать, потому что мы к нему все равно сейчас пойдем. Это у нас улица 50 лет октября, дом 7. О, дорогу перекрыли, можно прямо по дороге ходить. Гостиный двор. Впереди уже вижу памятник Ленину. Это такой, да, там небольшой сквер стоит. Слева начинаются и справа это все купеческие дома. Мы с вами вот в этом проходе были. И сейчас пройдем прямо. В ту сторону, видите, тоже идут торговые ряды, а по левой стороне купеческие дома. По факту это должен быть, знаете, такой Московский Арбат. Прогулочная зона. Вот это слева, это дом Хлебникова с лавками. Вот этот Хлебников очень богат. Если мы с вами вот в проходе там видели, в переулке, его торговые ряды с домами, то здесь они продолжаются. Сейчас как раз таки будет вот за этим белым зданием. Это у нас 50 лет октября 11. 13-й дом Щенникова. Потом идет 17-й. Это вот, наверное, давайте сейчас подойду поближе. Да, номеров нет, но я предполагаю... Да, вот точно. Вот это Щенникова дом. Ух ты, я прям иду по дороге, а тут уже машины ездят. Вот он 15-й, а нас вот этот 17-й. Вот где мир садовода. Дом Кайдалова. И 19-й следующий идет у нас Серебренниковых. Небольшой сквер с памятником Ленина. Ленина мы с вами уже видели. Много Ленина. Видео про Ленинские горки. Поэтому туда переходите, кто не смотрел. И это у нас улица уже Карла Либкнехта. Выговорить еще надо. Дом просел прям. И в конце у нас улица Советская. Ну, давайте здесь тоже пройдемся. Пока то, что я вижу, какое-то такое неоднозначное впечатление о городе. Не понимаю. Вроде столько хороших зданий, которые нужно отреставрировать. А как-то выглядят они не очень. Прям совсем не очень. Ожидал, честно говорю, я больше от Ростова.
намного больше. Вот, дом Латышева, конец 18 века. Хочу до Советской дойти и уйдем сейчас направо. Как раз пойдем в сторону собора. Город вроде зеленый, мусора много валяется. Возможно, еще ремонт дорог идет. Местные ребята, кто будет смотреть, напишите, в городе ремонтные работы идут или что тут, или тут всегда так. Потому что я вот вижу на той стороне просто асфальт, вот, ну, его просто нет. Явно это не ремонтные работы идут. Вот этот дом, я к нему шел. В этом здании здесь в декабре 2017 года была провозглашена советская власть в городе. И пойдем сейчас по этой улочке дальше. Кремль уже у нас впереди. В той стороне улица Советская тоже есть частные, говорю, тоже купеческие дома. А давайте вот сюда зайдем сейчас. Вот там арка. Пройдем, посмотрим. Я надеюсь, что в Кремль я сегодня попаду. Продам, сдам в аренду. Ресторан «Самовар» в той стороне. Здесь проездная арка, чтобы на санях, на каретах сюда можно было спокойно проезжать. Вот сейчас посмотрим во дворах, что творится. Церковь опять. Да, здесь живут люди, видеонаблюдение. Дверь заложена, тот сломал. Это своего рода такой подъезд. Там разрушки уже идут. Кто-то что-то выращивает. Ну, в общем, вот здесь живут люди. Можно посмотреть, как потолок выглядит. Деревянный. Перекрытия деревянные. Так, ну вот я, в принципе, и вышел на главную площадь. Это что у нас за улица? Советская. Давайте я сейчас обойду Кремль и зайду с другой стороны. Так, тут забор повален. Ходить-то можно? Что-то не пойму. Или здесь ремонт идет? Да, здесь ремонт идет. Но мы сейчас зайдем с другой стороны с вами, с центрального входа. Потому что центральный вход, он как раз таки находится на той стороне. Ну, заодно посмотрим, что здесь и как. Идут ремонтные работы, кладут брусчатку, старую убирают. Дождь все еще никак не успокоится. Махина, конечно, такая прям впечатляет. Башни, надвратная церковь. Здесь есть пруд, сады митрополичьи. Сейчас зайдем вовнутрь и все посмотрим. Сначала давайте пройдем налево. Покажу там пару зданий. И с той стороны, как раз с главного фасада, входа, мы сюда и войдем. Ребят, это ремесленная слобода. Такой небольшой рыночек. Это Дмитриевская богадельня. Видимо, в ужасном состоянии, поэтому ее прикрыли. Это у нас каменный мост, дом 4, дом Фигурина или Боярский дом. С правой стороны вот это здание, это конюшенный двор.
постройка конца 17 века. Он, кстати, относится к Кремлю. Сейчас здесь музей. И вот сам у нас Ростовский Кремль. Надвратная церковь. Сам ансамбль вот этого Кремля создавался где-то с конца 17 века. Давайте вот конюшенный двор покажу еще. А то мы сейчас уйдем вовнутрь. В принципе, что тут такого? Двор. Видимо, вон там мельница водяная. Такая концертная площадка, вижу, потому что экраны стоят здесь. Вот Иван Васильевич меняет профессию. Все его фильм видели. Он, кстати, снимался здесь, на территории Кремля. Они бегали. И здесь у нас... я не... вот отсюда видно. Сейчас сверху покажу просто. Туда я не пойду. Я все-таки хочу по Кремлю погулять. Касса работает с 9 часов. Сейчас у нас время 8:25. Ну что, давайте тогда прогуляемся сейчас туда, до вон той площади еще раз. Я, по-моему, как раз таки на ней был, только с другой стороны. Ну, давайте сейчас прогуляемся. В любом случае, пока можно посмотреть, полюбоваться красотой. Погуляем по городу. Жилой дом тоже построен по заказу купца Мельникова. 1792 год. А посмотрите, как интересно. То есть мы зашли с центрального фасада, улица, да, и здесь она более такая нарядная. Все красиво, чисто, домики цветные, нежели с той стороны, откуда я начал прогулку. Вон кто-то рисует. Пойдемте посмотрим. Какие колокола. Ну-ка, ребят, напишите, не на этой ли колокольне они звонили в колокола, ну, из фильма Василий Иванович. Иван Васильевич меняет профессию. Хочется назвать его Василий Иванович. Это у нас Успенский собор, самый большой здесь. Добрый день. Не против, я сниму? Не против. Это вы сегодня начали рисовать, да? Да. Вы в художественной школе где-то учитесь? Или для себя? Я в академии учусь. В академии? Все, хорошего дня вам. Вот девушка в академии художественной учится. Понял, мы вот оттуда с вами вышли, с той стороны. Получается, круг дали. Ну, в любом случае, сейчас посмотрим, что здесь. Ждем свое время, идем. Лавка, выставка, салон, мастерская. Написано на английском, на русском, на китайском. Так что все языки, которые, в принципе, везде сейчас и используются. Имею в виду в путеводителях, в туристических каких-то местах. Как вам собор, как Кремль, напишите пока. Но мы еще с вами внутри не были. Надеюсь, там будет не менее интересно. Прогуляемся немного по Соборной площади. Ростов Великий. Ростов Великий, жемчужина Золотого кольца России. Все, мы туда тогда не пойдем. Сейчас жду время и заходим на территорию. В общем, ребят, не стал я дожидаться. Оказывается, в сам Успенский собор, и здесь на территории можно уже прогуляться. Так что, если вы приедете рано, как и я, то можете начать свою прогулку по Успенскому собору, а потом уже в 9 часов откроется Кремль,
и пойти погулять там. Успенский собор, ему больше 500 лет. И на его звоннице, надеюсь, вы уже комментарий написали по моему вопросу, снимали ли на этой звоннице фильм. Да, на этой звоннице снимали кадры из фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Гуляем, значит, здесь тогда, и потом перейдем на ту сторону. Макет. Успенский кафедральный собор, 1508-1515 год. Звонница Успенского собора с колоколами была построена в период 1682-1688. Как они кричат-то, чайки. В общем, когда вы купите билет, вот эти ворота откроются, и вы можете пройти со стороны Кремля сюда, либо, не дожидаясь открытия самого Кремля, погулять сначала здесь, потом приобрести билет и зайти сразу на территорию Кремля с другой стороны. Сами выставки, насколько я понял, ну, экспозиции работают с 10 часов, если вы хотите куда-то непосредственно попасть в какое-то помещение. Подъем на звонницу. Да, вот здесь они бегали. Вернее, он там запутался, Иван Васильевич, назовем его так, и звонили в колокола, не помните? А бегали, наверное, вот по крепостным стенам. По стенам Кремля. Ладно, так будет правильно. Здесь можно приобрести сувениры, видите, магазин-мастерская, керамика. Ой, здесь проход есть. Пойдемте туда еще. Кто знает, для чего вот маленький колокол? Напишите в комментариях. Видите, оконца 2 и маленький колокол. Я, честно говоря, первый раз такой вижу. Маленький колокол из окна. О, а здесь вышел. Понял. Вот площадь, можно было отсюда зайти. Это у нас церковь Спаса на площади. 17 век. Мы с вами ее тоже прошли и видели с той стороны. Ну, здесь уже состояние не очень, видите. Хотя по факту единый ансамбль. Ну, надеюсь, все это отреставрируют. Видите, здесь уже в таком хорошем состоянии гостиный двор. Но вот эта церковь, конечно, требует внимания особого. А иначе она развалится. Еще раз полюбуйтесь Успенским собором. Лет, представьте, 500 лет. Это ж как так можно было строить, что все это стояло. Строили на века. У меня солнышко вышло, небо голубое. Надеюсь, дождя не будет. Вернее, больше его не будет, потому что он уже прошел. На территории там еще есть пруд, потом сады, как я и сказал. Сейчас попробую зайти сюда. Надеюсь, он открыт. Вот, кстати, можно посмотреть, как все расписано. Все ручная работа. Тоже так расписывали, что все сохраняется на многие века.
Ух, ветер какой. Вход центральный. Здравствуйте. Можно, да, пройти? Здравствуйте. Внутри ремонт идет. Ребят, я прошел. Это у нас главные ворота. И перед нами Владычий двор. С правой стороны это у нас Красная палата и государственные хоромы. Постройка первой половины 17 века. Если я уйду сейчас направо, вот в ту сторону, кстати, пойдемте сразу туда, то попадем на Митрополичий пруд и сад. Слева за стеной Успенский собор, где мы с вами побывали уже. Перед нами вот это здание, которое закрыто. Здесь должен быть Самуилов корпус. Тоже постройка 17 века, но она закрыта. Ну, в любом случае, сейчас погуляемся. Здесь вот табличка есть, государственные хоромы. Предназначались так для приезда русских государей. Позднее название Красная палата. Нынешнее здание приобрело после реставрации 1960 года. Я прошел оттуда. Надвратная церковь. И пойдем справа. Ну везде, в принципе, есть таблички тоже. Самуилов корпус. Начнем тогда с пруда и сада, и потом вернемся сюда на центральную площадь. Вот здесь есть проход небольшой. В общем, вход стоит 100 рублей. А если хотите погулять по стенам, какое-то еще там зайти место, музей, это уже отдельная цена. Но насколько я узнал, цена, чтобы по стенам погулять, 300 рублей. Это музей, вообще музейный комплекс. Если в соборе еще в Успенском там проводят богослужение, то здесь это всего лишь музей. Я еще читал, что вот здесь сад. И тоже расписано, где что находится. Чай на травах. Где-то посередине должен быть пруд. Так, на чем я? Не договорил. Читал, что вот эту территорию хотела забрать назад церковь. Ну, я в общем говорю церковь. Но пока им это делать не удалось. И я надеюсь, что все-таки это останется музеем. Потому что в данном случае, если это музей, то мы с вами можем ходить вообще везде. Но если это будет церковь, то я думаю, здесь проход просто на половину экспозиции закроется. Я не смогу просто так погулять потом по вот этому саду, либо еще там на крепостные стены залезть.
Это все яблони. Прям яблоки растут. А где пруд? Здесь должен быть еще пруд. Пока не вижу его. А вот, кстати, кадры из фильма. Всеми нами любимого и известного. Наверное, тоже вы все знаете наизусть каждую сцену, которая произойдет в тот или иной момент. Вот и пруд. Что-то там булькает так. Из-под низу, смотрите. Не, ну так прикольно, согласитесь. Есть возможность погулять в таком месте, это классно. Я понял, город Ростов. Сюда приезжают только ради Кремля. Аптекарский огород. Щавель кислый, лук, что тут, морковка, не знаю. Напишите, что вы тут видите. Я не особо разбираюсь во всем этом. Я знаю только лук, ну теперь еще и знаю щавель. На вид я имею в виду. Петрушка, что там. Не хочу читать, подходить, поэтому можете сами написать. Вон там вроде как ягода красная, скорее всего красная рябина. Ой, рябина говорю, смородина. Не, классно. Очень отлично и очень хорошо, что можно с вами здесь погулять. Я, кстати, когда снимал в соборе до этого, там богослужение шло. И с правой стороны, ну, вы могли видеть, там женщина, она пела. Я хотел ее снять. Ну, интересно же, как поют. Я понимаю, может быть, это какое-то там действие, которое нельзя снимать. Я не знаю, я в этом не особо понимаю. Я все-таки как турист действую, да, и хотел вам тоже показать и сам посмотреть, как она поет. Потому что, ну, почему бы нет, если человек этим занимается, я не думаю, что это какая-то тайна. Хотел показать вам, но мне не разрешили. Я начал подходить и сразу там сзади, нельзя, туда-сюда. В общем, не получилось снять, и я ушел. А это груша. Давайте сейчас в ту сторону дойдем и потом уже вернемся в центр. Вишня. Не знаю, можно рвать или нет. Я снимал в Кикинде. Да, по-моему, в Кикинде. Это сербский город. У меня, кстати, на канале очень много видео про Сербию. Кому интересно, переходите, смотрите в плейлистах Сербия. Спокойно я подходил, рвал инжир, яблоки. Ну, понятно, что я там не набирал. Так просто на пробу попробовать. И никто никогда никаких вопросов не задавал. Все это можно было спокойно рвать. Не знаю, можно ли здесь это делать. А может быть, совсем и не нужно. Но я просто говорю, делюсь с вами впечатлениями. Потому что, я думаю, можно многое сказать о людях, о стране, когда ты совершаешь те или иные действия, которые ты не знаешь. Хотя, наверное, стоит подумать, стоит это вообще делать или нет. Это так, мысли вслух. Хороший сад, много яблок, груш. Может, еще какие-то плодовые есть. Я уж туда не пойду, слева направо. Вернее, слева и с правой стороны смотреть. Дальше, в глубине. Потому что он продолжается в ту сторону, до стены. Интересно побывать на местах, еще где съемки фильмов были. Мне нравятся такие места. Как бы ты соприкасаешься с историей этого фильма даже. Да и в принципе с историей этого места.
А там, смотрите, металлические стяжки. Стена, что ли, как-то, ну, расходится. Стянули. Такой маленький проходик. Наверное, метр 50. Я так понимаю. Все, вернулся я в центр. Здесь, скорее всего, ходить нельзя, потому что реставрация идет. Но вот по тем стенам, которые сзади меня и впереди, видите, вон там, скорее всего, можно. Знаю, что вот на той точно можно. Ну, я думаю, наверное, везде можно. Все-таки. Вот центральный пруд. Сейчас обойдем его тоже, посмотрим, что здесь. Скамейка есть. Кто-то уточек кормит. Это, наверное, работники. Что ж ты так кричишь? Да, это работники кормят. Ну, здесь можно присесть. Отдохнуть. Интересный вид. Все, нечего сидеть, пойдемте дальше. Я, кстати, сфотографировал, сколько стоит, ну, проход туда или иной, в то или иное место. Вот там малыши. И этот прайс-лист я сброшу в телеграм-канале. Поэтому, кто в телеграм-канал не подписан, подписывайтесь, переходите. Там я публикую фотографии, видео. В общем, там можно наблюдать за мной в онлайн-режиме, где я нахожусь в данный момент и что снимаю. Какие крикливые. Музей тоже. Это судный приказ, 17 век. Изначально, так читаю табличку, изначально в здании располагалось важнейшее учреждение архиерейского дома, судный приказ, занимавшийся судопроизводством и правлением Ростовской епархии. Господи, это реально орет. О, здесь еще можно, смотрите, костюмы взять в аренду на прокат и пофотографироваться. Митрополичьи кельи на сушилах и погребах. 17 век. Перестраивался он в 18 и в 20 веке. Сверху вот это было частично деревянное, частично каменное. Ну, в принципе, сейчас так и есть. Деревянное, а там дальше каменное. Там служебное помещение, мороженое, сувенирный магазин, лавка. А там что? О, давайте туда пройдем еще, вокруг. Кафе-погребок здесь на территории. Вкусный кофе? Не пробовали еще? Это сбитень. А? Это сбитень. Сбитень? А вот он, чай с травами, Садитесь, там кофе, интересно. медовуха. Спасибо. Класс медовый. Сбитень, горячий мед, напиток, мед, корица, травы. О, заодно посмотрим, как выглядит. И платить не надо. Вот можно посмотреть, как внутри все выглядит. Сами помещения. Так. Я ничего покупать не буду. Так, просто покажу вам помещение само. Запах прям такой, знаете, заходишь, и тепло здесь как-то. Видимо, вот этот запах все-таки от медовухи, от сбитня вот этого, какое-то настроение такое, очень теплое. В общем, приедете, ходите везде, заглядывайте в каждый уголок. Здесь надо ходить прям. Так, это у нас сушило на леднике и кладовых палатах. Колокола и колокольчики. Центр колокольного искусства здесь. А еще узнал, с ребятами там поговорил, Бабкина это почему приезжает. Она не дает концерт, а дает мастер-класс.
Не знаю, мне назвали имя исполнителя, который здесь есть, местный, занимается русским народным творчеством, да. И вот она как бы приезжает дать ему мастер-класс. Что-то вроде такого. Так мне объяснили. Это житье на палатах. Ну, палаты. В общем, жили здесь. И здесь у нас тупик. Мост. Просел такой старый прям. Трещины. Там вообще дерево, смотрите. Приспешие и Повария. 17 век. Ну, классно. Фонарь старый, ржавый. Оконце, смотрите, какое маленькое. Вам целую, обнимаю, пока. Пивовария. Здесь пиво варили, что ли? В этом помещении. Сейчас, ребят, пройду здесь сквозь арку к собору и уже буду двигаться дальше. Это у нас церковь Воскресения. 1670 год. Вот такой билет. Кстати, билет на целый день. Купили, можете уходить, приходить. Поэтому билет просто не теряйте и все. Есть билет, все. Все, здесь мы с вами уже были. Поэтому я выезжаю. Вернее, я сначала дойду сейчас пешочком до одного места, покажу вам. И прогуляемся по парку городскому и выйдем на набережную. У меня тут еще связь просто бесится. Я имею в виду навигатор. Машину бросил и сюда добираться. Забил куда мне надо, адрес. А он мне показывает, как будто я в часе езды от города. И я вот так, в принципе, как-то... Не знаю, как я добрался сюда. Просто не работает. Поэтому машину бросил, хожу пешком. Благо город небольшой, можно прогуляться. Опять же, как буду выезжать, пока не знаю. А мне ехать сейчас в Переславль. Надеюсь, заработает. Хотя сказали, что здесь какая-то часть стоит, и поэтому частенько в городе такое бывает со связью. Именно с навигацией. Все, покидаю я это место. Ребята пошли. Видите, у них там художественные наборы. Пошли творить. Все, я сейчас тогда иду туда. Мы там с вами гуляли, поэтому здесь отключаюсь. Это гимназия имени Кекина. А вообще это астрономическая обсерватория, гимназия имени купца Алексея Кекина. Здание шикарное, большое, территория тоже огромная. За забором вот эта вся территория тоже относится к этой гимназии. После смерти единственного сына в 1885 году Кекин решил оставить все свое состояние, имущество городу Ростову. И основным пунктом завещания было построить в городе мужскую гимназию. А в дальнейшем уже как бы в этот университет.
Гимназия открылась здесь в 1907 году. В ходе Первой мировой войны на третьем этаже, видите, оно трехэтажное, на третьем этаже размещались лазарет. Позже сюда уже перевели женскую гимназию. И уже где-то после революции здесь открыли 4 школы. Было 2 школы первой ступени и 2 второй ступени. В принципе, вот такая история этого места, этого здания. И вот табличка нам показывает, кто был первым директором этой гимназии. Моравский. Работал он здесь с 1907 по 1923 год. В этом здании с 23 июня 41 по 19 января 46 располагался военный госпиталь. Это уже Вторая мировая война. Здание тоже повидало много у себя на веку, как говорится. Но с виду так и не скажешь, что здесь гимназия. Больше похоже, знаете, такое дворец условной Екатерины, да, императрицы. И вот, в принципе, сама табличка Кекина Алексея Леонтьевича, на чьи деньги, да, построено это здание. А еще вот здесь есть лавочка, можно прийти, включить ее, ну там есть, сейчас подойду, как бы такой, как его назвать-то, аппарат, назовем его так, и он вам прочитает историю всю. Полученные средства он направлял в торговлю, а также активно занимался общественной и благотворительной деятельностью. Заботой о людях, бедных и одиноких людях. А как она включилась, не подскажете? Вроде бы сели. А, И мимо зая. понял. Просто не вижу никаких кнопок, вроде ничего нет. А все, мне потереть надо. Спасибо. Вот снабдивший город чистой речной водой. В общем, такая книга историй. Как она работает, я не понял. Я хотел присесть, вернее, показать вам ее. А смотрю, ребята как-то сели, и она заиграла. Музыка тут, и рассказ пошел. В общем, тут вся история вот. Сделано классно. А вот старший сын закончил гимназию и поступил в университет. Отец мечтал, что сын тоже займется благотворительной работой, но все мечты рухнули в одночасье. Юноша умер от болезни сердца в 20 лет. Алексей Леонтьевич не мог оправиться от такого удара. Вот про что я и говорил, что сын его умер. Произошел настоящий переворот. Спустя месяц после похорон Кекин написал завещание, по которому все его имущество отходило Ростову. Оставшись без семьи, Вот такая история этого места. История Кекина и его семьи. Ну, сейчас идем в городской парк. Прогуляемся там. Друзья, это городской парк. Городской. И если что, адрес, ориентир, вот это здание. Советская площадь, номер 17. Городской сад. С 10 до 22-45 работает. Здесь стоят небольшие павильончики. Вода, сладости. С левой стороны вижу горки там небольшие, потом сцена, знак «Я люблю Ростов Великий», центральная клумба. Что тут еще есть? Сад памяти. Да, небольшой такой сквер. В принципе, для города, для такого маленького города, сквер достаточно большой, в принципе, да. И пойдем сейчас туда, к набережной, к озеру. Посмотрел еще по Википедии, население города составляет где-то около 30 тысяч человек. Цветы высажены, ну, в горшочках, видите, стоят цветочки. И вот туда как раз вид нам открывается на озеро.
озеро Нера. Это самый большой по площади естественный водоем Ярославского Поволжья. На самом озере есть два острова. Рождественский, там находились угодья Рождественского монастыря, и Левский. Это как раз таки он находится напротив села Львы. Из рыбы, как вы уже знаете, вчера мы с рыбаком разговаривали. Ну, я еще посмотрел тоже, что тут ловится, что тут, вернее, плавает, живет. Есть окунь, щука, потом плотва, судак, лещ. Ну и, насколько вы поняли, здесь никто не купается. На острове, вот, кстати, да, на острове можно купаться. Вроде как туда можно экскурсию заказать, вас туда довезут на лодке, и там можно искупаться. Городской сад. Так что вот так. А так, в принципе, на озере не купаются. И это очень плохо. В плане очень печально. В общем, вот такое озеро. Со слов местных, вся информация, что оно грязное, заболоченное. Плюс сюда сбрасывают всякую гадость городские предприятия. Ну, его и не чистят, не следят за ним. Небольшой мостик, вот рыбак рыбачит. Ну тут еще и также мне там пару человек сказали, что нашли какую-то палочку. Поэтому я не советую вам покупать здесь рыбу. И однозначно купаться бы я тоже вам не советовал. Мостик любви, видите, здесь замочки висят, и здесь уже выход из парка. Ну и на этом буду заканчивать. Спасибо, что смотрите, пишите комментарии. Отдельное спасибо всем, кто поддерживает канал финансово. Все, ребят, всем пока. Вообще, я ехал сюда попробовать мороженое из селедки. Всем привет! Продолжаю свое трехдневное путешествие. Я уже проехал города Ростов и Тутаев, а сегодня у меня на пути Переславль-Залесский. Познакомимся с городом, открою купальный сезон, попробую необычное мороженое, заберусь на холм, где когда-то стоял древний город. Погнали!